Устанавливаем термопару. Закручиваем ее до конца. Даже если термопара будет смотреть головкой вверх, ничего страшного. Начал процесс установки горелки. Для установки горелки мы распаковываем асбестовую прокладку. Выдавливаем лишние элементы. Далее берем фланец, устанавливаем в него гаечку, которая идет в комплекте, и ставим болт для стягивания фланца. Далее фланец устанавливается на установку. В комплекте также идет 4 шайбочки. Полностью затягиваются крайние гайки. Крайние до конца не затягиваем, затягиваются после установки горелки. Горелка устанавливается максимум до конца, после этого затягивается. После этого стягивается фланцевый болт до конца. И только после этого уже затягиваются крайние болты. Устанавливаем горелку в основную камеру. Также снимаем защитный пакетик асбестовой прокладки. Удаляем лишние элементы. Устанавливаем гаечку. После этого затягиваем стягивающий болт шестигранником на 6. Верхний шланг у нас это шланг подачи. Прикручивается первый. Второй шланг на второй. Так на каждой горелке. Значит, берется штуцер на 14, соединяется через переходник, 1/2, и у вас на выходе должно получиться 3/8. Тут смотрим стрелочку, вот так вот это дело устанавливается. После этого установка идет на топливную систему. Вентилятор устанавливаем именно в таком положении, чтобы вентиляторная коробка смотрела на эту линию. Устанавливаем ее через прокладку и затягиваем. Последнее сборки у нас. Подключаем вентилятор. Дальше провода идут по длине, поэтому ошибиться в принципе невозможно. Самый короткий идет на камере кофе. Вот, чуть подлиннее идет на первую горелку основной камеры. Самый длинный провод идет по камере горелки.
Значит, подключение термопары. Ничего сложного, всего два контакта. На самой термопаре есть провод с красной отметкой. Покажи, пожалуйста, вот он. Красная отметка, это плюс. Соответственно, тут у нас тоже плюс. К нему мы и прикручиваем. Все, термопара подключена. Закрываем головку. Для того, чтобы прокачать топливную систему, нам понадобится пустовая отвертка и шестигранник процедуры. Включаем заглушку под буквой П. На пульте управления включаем продукт. У вас должна палиться вот такая вот хорошая струя. Это говорит о том, что топливная система прокачана. Выключаем продукцию, подходим к горелке и закручиваем заглушку обратно. После этого топливная система прокачана. В включении горелок, горелка, как правило, вначале может быть в блокировке. Либо у вас она уйдет в блокировку, для того, чтобы ее разблокировать, нужно нажать. Вот, как потухло, все, горелка разблокировалась. Идет процесс подкачки топлива. После того, как собрали установку, срезаются вот эти вот транспортировочные уголки по всему периметру. Их нужно обязательно срезать. Для запуска установки мы устанавливаем время на реле времени. В принципе, 4 часов это для цикла достаточно. Есть джойстик, влево-вправо выставляется время. 4 часа, этого достаточно. После того, как перестало мигать, время зафиксировалось. Далее мы включаем продувку и вентилятор. Они работают у нас постоянно. Выключение продувки и вентилятора происходит только после достижения 50 градусов в обоих камерах. Значит, продувку и вентилятор включили. Запускаем камеру дожига. После того, как камера дожига включилась, температура в ней должна дойти до 300 градусов. После этого только мы включаем температуру в камере основной. Камера дожига у нас запустилась. По алгоритму, значит, нам нужно будет смотреть 300 градусов, но так как у нас запуск экспериментационный, скажем так, мы не будем этого делать. Дальше включается камера дожига, камера основная, идет подкачка топлива. Загорелся зеленый глазок, горелка выпустила в рабочий режим. Воздуха. Принцип ее работы такой. Вот эта вот заслонка, идущая в камеру дожига, открыта у вас постоянно. Далее идет работа установки. После того, как установка вышла на рабочий режим, это 300 градусов в основной камере, открываем и дальше у нас уже идет только работа воздуха. А после того, как установка отработала, систему распределения воздуха... Фокусник, да? Ловко, слушай.